Всем привет! Интубация пищевода вместо интубации трахеи – нередкое осложнение процедуры. К сожалению, дышать желудком мы не умеем. Для дыхания у нас приспособлены только легкие. Что же делать, если дыхательная трубка в пищеводе? Расскажем и покажем на ProSMP. Поехали! Для начала определимся с условиями. Мы решили выполнить интубацию трахеи. Это значит, что оборудование для интубации подготовлено. Весь список повторять не буду, рассказывал про это уже неоднократно. Ссылки на видео оставлю где-нибудь внизу в описании под этим роликом. Мы готовы, пациент готов. Проводим ларингоскопию, интубируем. После этого необходима оценка положения трубки. Стетоскопом дыхательные шумы не слышим. Возможно, услышим бульканье на вдохе в эпигастрии, но бульканья может не быть. Может быть вытекание желудочного содержимого по трубе, как по желудочному зонду, но это не показатель интубации пищевода, так как могла быть предшествующая массивная аспирация, при которой желудочное содержимое польется из легких. Однако насторожиться стоит. Если используем еще и капнометр, то уровень углекислого газа на выдохе может либо быть крайне низким, либо за 2-3 выдоха упасть практически до нуля. Да, это не про пациентов клинической смерти, хотя и у них углекислый газ в выдыхаемом воздухе есть. Итак, мы понимаем, что труба в пищеводе, и надо бы что-то с этим делать. Первый вариант – вынуть трубку и попробовать еще раз. Второй вариант – оставить трубку в пищеводе и попробовать еще раз другой трубкой. Плюсы и минусы есть у обоих способов. Давайте рассмотрим немного подробнее. Первый способ, при котором трубка удаляется. Во-первых, у вас появляется возможность спокойно выполнить реоксигенацию при помощи масочной вентиляции. Трубка-то не мешает. Хотя пищевод толстый и, в отличие от трахеи, не имеет бифуркации. То есть, если труба в пищеводе, ее можно продвинуть хоть до самого фланца, чтобы она не мешала накладывать маску. Во-вторых, трубка не будет мешать при повторной попытке ларингоскопии. Однако для повторной попытки все равно желательно взять новую трубку. Вы ведь подготовились к интубации и взяли 2 эндотрахеальные трубки. Плюсы на этом закончились. Минусы. А это отсутствие возможности второго способа. Итак, второй способ. То есть трубка оставлена в пищеводе, а для повторной интубации трахеи вы берете вторую трубку. Первый плюс. Трубка представляет из себя желудочный зонд. Если будет регургитация желудочного содержимого, то часть будет отводиться по ней. В идеале при раздутой манжете все желудочное содержимое пойдет по первой трубке, оставляя ротоглотку чистой и избавляя вас от необходимости пользоваться аспиратором при повторной ларингоскопии. Второй плюс. При повторной ларингоскопии вы видите трубку, которая однозначно установлена в пищевод. Это прекрасный ориентир, показывающий, куда не надо устанавливать вторую трубку. То есть теперь вы четко знаете и видите, где расположен пищевод. После успешной интубации трубку из пищевода можно будет удалить. Главное не перепутать, какую именно удалять. Как я и говорил, для реоксигенации можно эндопищеводную трубку протолкнуть вглубь хоть до фланца, чтобы он уперся в зубы. Однако не стоит проталкивать ее глубже, так как в пищевод взрослого человека она может пролететь со свистом вместе с фланцем. Потом хирургу ее доставать придется. Помним, что раздутая манжета трубки, как в трахее, так и в пищеводе, особенно в пищеводе, не является сколько-нибудь надежным методом фиксации. Так что будьте аккуратны. Ну и не забываем про мониторинг пациента, безопасный период апноэ, реоксигенацию при необходимости и все вот это вот. А на сегодня это все. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, переходите на наш блог на сайте Boosty. Там еще больше интересного и полезного. Всем хорошего дня и до новых встреч!